Ждалкер 2 или Сталкер 2 все же вышел, хотя я ждал 20 ноября, что будет новость о переносе еще на 2 месяца, ну где-то ближе к концу года. А в конце маленький текст такой: ха-ха, это шутка, было бы смешно, правда? Но такого не было, и он все же вышел, чему я очень сильно обрадовался, так как ждал достаточно долго эту игру. И сделал предзаказ на Ultimate Edition раненько, что сэкономило мне немало денег. По своей сути, Тень Чернобыля оставила открытую концовку о неизвестной судьбе Стрелка. В ЧС вообще как бы про Стрелка ничего не было сказано. Ну как, мы его видели, но он сидел. Неважно, короче. Про Шрама уж тем более ничего не было сказано. А ЗП, как всегда, задерживает на работе под праздники, но я про Зов Припяти, где было множество различных событий, но что канон, а что не канон, не ясно. Вроде как Дегтярев остался в зоне для дальнейшего наблюдения за ней. И вот выходит вторая часть, которая должна пролить свет на Стрелка, Шрама и Дегтярева. Она делает это, но в некоторых моментах не то, что ожидалось. К примеру, решения, которые мы принимали в Зове Припяти, с моральной точки зрения правильные, но во второй части они немножечко другие. Но к этому мы еще придем. А пока давайте я все же расскажу, о чем был Сталкер 2: Сердце Чернобыля. Короче, действие начинается с обсуждения в научной среде. Ведущий задает тревожные вопросы доктору Далину: достаточно ли надежен периметр зоны, чтобы предотвратить последствия мощного выброса. Доктор Далин уверен в своих словах, успокаивает ее, подчеркивая, что зона остается стабильной долгие годы, а институт, не час, обеспечивает полный контроль. Он делает акцент на том, что открытия, сделанные в зоне, перевесят все возможные риски, и призывает думать о будущем человечества. Параллельно разворачивается сцена среди сталкеров, вроде как Скиф, главный герой, ну или как сейчас все шутят, Скуф, готовится к рискованному заданию с участием уникального артефакта. Его сопровождает напарник, это Герман, который дает советы, упоминает трещину в стене для обхода охраны и напоминает об осторожности. Артефакт, который принес Скиф с его разрушенного дома, вызывает сомнения. Несмотря на его ценность, есть вероятность небольшой катастрофы. Там чуть-чуть может случиться такой бум, если он окажется нестабильным. Но чтобы развеять их, нужно доставить артефакт вместе со сканером в назначенное место. В диалоге еще мелькают военные, но они так, для угрозы и напряженности, поддерживая атмосферу. Графика меня здесь действительно удивила, достаточно красивая, хотя как достаточно, очень красивая, особенно в вечернее время. Я понимаю, что YouTube сейчас сожмет все это, не будет видно, но она реально красивая. Пройдя через какие-то развалины, где меня начинали обучать прыгать, приседать, бежать, светить, поднимать, есть, стрелять, выбивать и бла-бла-бла, я наткнулся на трупы военных, а точнее это сотрудники Международной службы охраны периметра, далее СОПанцы, или как там пойдет у меня по разговору, возможно даже вояки. Я взял у них КПКшечку, где в принципе ничего не было интересного, а только какие-то правила и полномочия. А также калаши забрал и пособирал патроны. Что мне очень сильно понравилось, так это что не нужно заходить в инвентарь и правой кнопкой мыши разрядить, правой кнопкой мыши разрядить, правой кнопкой мыши разрядить. Выйдя из катакомб, соповцы перекидывали своих бойцов на дугу, так как там какой-то прорыв произошел, а я в это время познакомился с плотью. Также хочу сказать, что я играл прямо на релизе, буквально час в час. Как только оно скачалось, потребовался там буквально часик, скачал, зашел. Драйвера, благо, Nvidia сразу предоставила, но на моей карточке в разрешении Full HD на высоких настройках было довольно-таки тяжко играть. Плюс я еще играл и показывал это в Дискорде, что дало 26 FPS. Поэтому пришлось понижать текстуры на средние. Но я жаловаться на это не буду, так как без записи и стрима все было замечательно, 80 плюс кадров. Пройдя чуть дальше, я услышал кровосися и как что-то улетело вверх. В бункере я должен был встретиться с доктором Негодой, который должен был передать мне координаты для установки сканера, чтобы запитать этот артефакт. По канону в бункере все оказались мертвыми, в том числе и ученые. В записках, переписках ничего важного не было. Он там общался с припоем и подумал, что я подошел к бункеру, но это был не я, и он кого-то впустил. А также ругался на своего помощника, который бродил по зоне без костюма. Герман начал в это время истерить и говорить, чтобы я валил оттуда. Типа ай-яй-яй, как все плохо, ой-ой-ой. Ну я взял яйца в кулак, скачал с ноута координаты точек, где нужно было поставить сканер, и в этот же момент позвонили по рации. Короче, вы понимаете, какой-то припой позвонил по рации. Новый выброс, новые точки, новый счет. Потом он что-то был недовольный, потому что мне нужно было рассказывать, что мне нужно было делать, и он не мог нормально поесть. Ёбанама.
Далее было очередное обучение, только уже как пользоваться детектором и искать артефакты, и соответственно как ими пользоваться. Ну еще я познакомился немножко с фауной. Так как великого патча ребаланса не было, где уменьшили хп кровососу, не знаю зачем это сделали, но вот так вот немножечко козола добавили. Достаточно интересно было. Кровосос сам по себе, он сильный противник, а встреча с ним в первый раз при новой стрельбе и при том, что нельзя перезаряжаться на бегу. Да, нельзя перезаряжаться на бегу. Меня это выбесило, как и QE, это быстрые слоты. Я как бы, после старого сталкера, как к этому привык, было тяжко, потому что ты хочешь вот на ешечку чуть-чуть наклониться и на тебя. Пьешь воду, или пиво, или водку, неважно. Вообще, файт был до ребаланса тяжкий, очень тяжкий, но интересный. Блять! Ух ты ж, сука! Уебала. Иди нахуй. Ебать, а сколько ему надо? Сука! Да, з прикладом іди На! на. Пошел пизду, ебать. Добрался я к точке, поставил сканер, включил его, он разнесся нафиг. Наплодил здесь электрических аномалий и нифига не зарядил мне артефакт, поэтому пришлось двигаться дальше. Хотя Герман говорил, что можно пойти назад. И вот тут вот я не понял. При первом прохождении у меня был проваленный пункт квеста в прологе, то можно было покинуть зону. При втором прохождении, когда я думал, блин, а может там какая-то концовка сразу будет, я захожу уже после патча и играю. И у меня этого пункта нет. Что странно, и это я не понял. Далее я встречаю бандитов, от которых же и помер. После бандосов я еще познакомился с полтергейстом, отмудохал его. Далее зашел в какую-то пещеру, здесь был монумент монолита, которому они поклонялись ранее. Я поставил сканер, он нифига не зарядился, что-то там потрындел с Германом и отправился дальше. После чего Герман мне сообщает, что собралась куча военных и мне нужно валить отсюда. Срочно. Но осталась последняя точка и я отправился к ней. На третьей точке маяк вроде бы зарядился, но творил какую-то хрень, которая привлекла внимание военных. Один из них зашел в дом и вроде как нашел меня, но здесь начал работать какой-то снайпер, который отвлек их внимание. Точнее, убил их всех. Я в это время воспользовался шумихой и сбежал с сканером, но меня перехватывает какой-то сталкер, который, к счастью, не убил меня. Он был с наемниками, я так подумал вначале, но потом я понял, что это был монолит. Он сделал вид, что убил меня, на самом деле просто вырубил. И проснулся я уже на утро, без ничего. Меня грызла за ногу собака, которую я пнул, и после чего она сделала отсылку на ту самую плоть из тени Чернобыля. Рихтер кинул мне свой бол и научил меня им пользоваться. Да. Что-то я не о том думаю. Просил, что я тут делаю, туда-сюда, и как бы посоветовал пойти в Залесье, чтобы подлатать себя у медика и поговорить с барменом. Далее мы услышали выстрелы, и какой-то косой, он состоит в команде Рихтера, оказывается, захотел свести счеты с военными. Это были вояки Варты, которые кошмарили местных сталкеров, и их не особо долюбливают. Ну как кошмарили? Не как бандиты, не как прошлые военные из тени Чернобыля, а просто не давали волю вольным сталкерам. Получилась вот такая вот автология, но так оно и есть. Существовали они мирно, вместе со сталкерами, и открыто никто не враждовал. За спиной там, конечно, творились разные мутки в виде убийств, как сейчас, ну или как потом. Никто из сторон не хороший, не плохой, и каждый преследует свои интересы. Условно говоря, с этого момента начинается открытый мир. На самом деле он начался немножко ранее, но это не важно. Я очень люблю лазить по всяким местам и исследовать открытый мир, чтобы найти какие-то секреты, дополнительные задания, интересные отсылочки, моментики, схрончики и тому подобное. Поэтому на первую локацию я потратил около 10 часов. Чуть дальше я наткнулся на заброшенные домики, где бандиты кошмарили какого-то сталкера. Я побил бандитов и спас Жорика от нападения. Жорик благодарит меня, отмечая, что в зоне это редкость, и рассказывает о своей группе, состоящей из Хмурого, Косого и Рихтера. Косой был за главного, а Рихтер ему помогал. Утром они куда-то ушли, Рихтер имеется в виду с Косым, а на Жорика с Хмурым напали бандиты. Жорику удалось тактически отступить, ну а Хмурый попал в плен, поэтому Жорик попросил меня помочь освободить Хмурого и расправиться с бандитами. Может быть там 5 человек, может больше, но как бы за это он дает координаты на свой схрон и еще убеждает, что Хмурый меня отблагодарит. В его схроне лежала пятка МП5 и еще патроны к ней. Далее я отправился к этим бандосам, решил все-таки попробовать провернуть все по стелсу, потихонечку, полигонечку, но как бы здесь стелс такой себе, но его нету просто-напросто. В это время бандиты пытали Хмурого, который не хотел им отдавать схрон. Разобрался я с бандитами почти по-тихому, и Хмурый достаточно серьезный мужик. Рихтер, чи цей випердень Жорік?
Серьезный мужик, да. Оказывается, Жорик его немножечко подставил. Там что-то в карты поиграл, потом проиграл, думал, что его не достанут, и его как раз таки не достали. А вот Хмурого достали. В награду он предложил мне детектор, который, самый бомжатский, на что я сказал нет. А потом он позвонил жопе ушастой, и да, скорее всего, у них там что-то произошло. Ну шо, срака вухата, дуй сюди! Отправился я дальше по своим делам, и, как я уже говорил ранее, я любитель полазить по всяким местам, закоулочкам и тому подобным. Что мне здесь понравилось, так это то, что тайники уже были заполнены. Не нужно было искать на них наводку, чтобы потом получить то, что лежит в этом тайнике, как в тени Чернобыля. Типа, ты нашел сундучок, но он пустой. И получаешь наводку на этот тайник, и он, опа, заполняется. Здесь нет. Здесь ты нашел его, он все, заполненный сразу. Ты получаешь наводку, приходишь на это место, и если ты его уже облутал до этого, то он будет пустым. Это классно. Добрался я до Залесья, и меня встретил местный сталкер по кличке Соловей, который предлагал побочный квест в виде охоты на слепых собак. Мол, настреляешь больше, чем я, деньги твои, а нет мои, и тому подобное. Я посчитал это достаточно скучным и пошел дальше. Зашел в местный магазин хомяка, была сцена, где какой-то сталкер обращается с каким-то Митяем. Типа, я не буду выполнять твою работу, потому что это достаточно опасно и ради какой-то безделушки. Бла-бла-бла. Оказывается, Митяй просил сталкера помочь найти икону его матери, его родни, которая находится в маковом поле. А маковое поле является одним из чудес зоны. Как 7 чудес света, только здесь чудеса зоны. Зайдя в бар, у меня куда-то нафиг пропал FPS, то было видно. Короче, в малой зоне всем заведует батя, поэтому он здесь как бы большая шишка, и о всяких сталкерах и тому подобных вещах стоит разговаривать с ним. Но мне не удалось с ним поговорить по поводу припоя, потому что вмешался какой-то командир тех 3 бойцов, которые не вернулись. Косой продал пистолет хомяку, узнав это, команда хочет преподать урок и убить Косого за тех 3 вартовцев, но батя ему ничего не сказал. На следующий день я отправился к бате домой, где увидел, как Рихтер и батя ведут диалог. Они болтали про Косого, и Рихтер не хотел отдавать его варте, поэтому попросил меня о помощи. Но перед этим я упомянул, что мне нужно найти припоя, а Рихтер сказал, что поможет мне его найти, только если я помогу найти ему Косого. И задание мое состоялось в том, чтобы забраться на вышку и немножечко с ней помудровать. Так как там обитает варта, мне это сделать проще, чем Рихтеру, вольному сталкеру. Вот так он это аргументировал. Желательно мне найти Косого живым, а если не живым, то забрать сенсоры, которые он украл у варты. Иначе всем вольным будет кой-как не сладко. А сенсоры это что-то вроде черного ящика на борту самолета, который записывает последнее происходящее с бойцом варты. Зашел я к местному механику, чтобы спросить у него насчет Косого. Как мне стоило догадаться, он предложил свою помощь, однако для начала мне нужно было найти группу диггеров, с которыми он работал, и отправил последние координаты этой группы. Только перед этим я заглянул к капитану и спросил его насчет припоя. Ситуация была аналогичная. Чтобы мне найти припоя, мне нужно было найти Косого. Только в данном случае уже было все равно, живой, мертвый, главное достать те сенсоры. Здесь еще сидел какой-то дядя Леня, который предложил свою помощь и сказал, где искать Косого. Но капитан ему не поверил. Также я уточнил у капитана, а точно мне поверишь? И не обманешь ли ты меня? И вообще, ты уверен, что это сделал Косой? На что он ответил, что это вопрос порядка, и когда-то потом они точно найдут виновного. А сейчас нужно найти козла отпущения. Поэтому я решил, что варта это просто твари, которым я не буду помогать. Забрался я на эту вышку и активировал антенну, однако она сгорела. По законам жанра мне нужно было двигать на следующую антенну, которая еще древнее, чем эта, ну и конечно же она заработает. Ах да, я активировал эту антенну для того, чтобы находить КПК сталкеров-новичков. Вот такую линзу сделал систему специально. Я не спешил двигаться по основному заданию, поэтому решил выполнять сайд-квестики, из-за чего двинул на маковое поле, подойдя к которому меня позвал поговорить сталкер, который разговаривал, совсем без нему. Это был обычный мародер, который собирал пушки и прочие предметы из погибших, заснувших сталкеров на этом месте и потом продавал их. Он предложил мне информацию насчет местонахождения погреба, однако она стоила 2000, поэтому я согласился на работу, уж очень дорого для самого начала. Нужно было найти пушки, которые были на трупах, принести их ему, и я получу координаты погреба. Зайдя в одну из хат, я услышал прошлый диалог, который был здесь какой-то женщины и мужчины по поводу сервиза, вещей, что нужно бежать отсюда, и сервиз они решили спрятать в погребе, к иконе, но погреба рядом с этим домом не оказалось. Поэтому я пошел к помору и принес ему нужный автомат, где он дал координаты погреба, однако он оказался вообще в чистом поле. Забрал я икону с погреба, и помор предложил мне бартер. Он дает мне уникальное оружие за эту икону, и все. Я подумал и решил, что моя совесть будет чиста, и икону я лучше отдам Митяю, так как он еще обещал за нее заплатить, а оружие я уж точно найду. Знал бы я, что он заплатит за нее всего 1000 купонов. Иду назад в Залесье, и я обнаружил
какой-то охраняемый объект, где были военные, которые кошмарили вольных сталкеров. Они просто проходили мимо, а те сказали: иди сюда и переводи мне деньги. Просто так. После этого им пришлось принять горизонтальное положение, где меня поблагодарил этот сталкер. Также рядом с этим военным была еще одна локация с промочкой, к которой я вернусь чуть-чуть позже. Отдал я в баре Митяю икону и спросил колдуна подыскать мне работу, где он попросил меня побыть вышибалой местным и у Валенка забрать долг. Еще я согласился сгонять соловьем-разбойником, точнее охотником, на охоту слепых собак. В пути он кошмарил меня своими анекдотами ужасно неинтересными и скучными, а по прибытию мы начали стрелять в собак. И оказалось, что не просто так нужно пострелять в собак, а найти на одной из них ошейник для ученого. Какого? Неизвестно. Я расспросил его про эти ошейники, это проект по приручению слепых собак. И он дал мне несколько координат, где я могу поискать эти ошейники и мне за них заплатят. Прибыл я на координаты, которые дал мне техник, чтобы я нашел группу диггеров, и скажу я, место достаточно таки мрачное. Здесь валялось несколько трупов сталкеров, и один из них был живой. Также я нашел здесь мертвого полтергейста. Когда я вылечил в субботу, тот поведал, что они шли за хабаром, но здесь был какой-то монолитовец. Он повернулся на них, и в моменте все вокруг поднялось. Кого-то унесло в стену, кого-то прибило к стене, кого-то раздавило, и все это сделал монолитовец. И мастифа он еще забрал с собой, чтобы сделать из него зомби. Поэтому в субботе хотелось бы, чтобы я сходил и спас мастифа. По пути как раз таки к месту нахождения монолитовца я забрел какие-то, даже не знаю как это назвать. Здесь был тайник, точнее дохлый сталкер. И на меня напал на нечто необычное. Стая крыс, которые не убивались с помощью дроби. И до меня очень долго доходило, что стоило просто кинуть гранату, и они все передохнут. Так вот, дошел я к этому домику, где проход в сам домик был закрыт, а вход в него был через туннель. Пройдя через этот туннель, я слышал, как монолитовец молился, а мастиф лежал на кровати весь в крови, перебинтованный, короче, походу его лечили. А монолитовец был наверху. Я поднялся к нему, и он не начал ни стрелять, ни агрессировать, а спокойно отвечал на вопросы, кто просто спас моего товарища, да так, что тот к кровати левитирует. Иначе без помощи он бы долго не протянул. В этот момент к домику подходит какая-то группа сталкеров, которые нашли вход и собираются идти штурмом. Я вышел на улицу и хотел с ними потрындеть. Оказывается, их позвал Суббота, который сказал, что мастифа забрал монолитовец и хочет сделать из него зомби. Я все это послушал, говорю, типа, пацаны, ну все, окей, монолитовец нормальный, он спас мастифа, но они мне не поверили. И после этого я понял, что монолит здесь ой как не любят. И началась перестрелка. Я был на стороне монолитовца, где помог ему. После перестрелки он спокойно ответил, что такое монолит, кто он сам и что он будет делать далее. Сейчас мастифу нужно еще денечек, чтобы встать на ноги, а сам 9 продолжит путь на Дикий остров, где в будущем, немножечко забегу вперед, я пытался его найти, но не нашел. В Залесье я рассказал Линзе про выполненное задание и про свою версию, что его группа, с которой он работал, столкнулась с опасным мутантом, и их встретил 9 и помог мастифу выжить. Механик меня не понял, деньги он, конечно же, отдал, чтобы потом разговоры не были, что он работу не оплачивает, но сказал, что монолитовцы это зло, им верить не стоит и бла-бла-бла. Здесь же недалеко я решил выполнить задание для бармена и поработать вышибалой. Однако меня опередили какие-то местные фрейра, которые базарили кучеряво. Этот Валенок задолжал и им. Сначала я хотел помогать, однако потом согласился и поговорил с Валенком. Я ему сказал, что я от колдуна. Он сказал становиться мне в очередь, а потом подумал и сказал, что схрон находится на водонапорной башне. Прямо там, на самом верху. Там еще по пути аномалии. Короче, фраеру понравилась эта история, и он сказал, что мне нужно петлять наверх. И его не колышет, хочу я или нет. Наверху оказался калаш с прицелом, и со мной связался этот Валенок, который сказал, что у меня выгодная позиция, и нужно их расстрелять. С чем я, в принципе, согласился и воспользовался. Спустился, поговорил с Валенком по душам, вытряс с него долг для колдуна, получил свои 20%, а именно 900 почти, как за икону, и пошел своей дорогой. А именно исследовать дальше зону и выполнять задания на поиск собак и косово с помощью антенны. Еще я как-то умудрился зачистить весь институт. Не спрашивайте как, просто достаточно легко было стрелять, но там вообще ничего не было. Итак, настроил я еще одну антенну. Меня поблагодарили за это, и косой немножечко сместил свое местоположение на старую мельницу. Как раз по пути было два места, где бродили собаки. Подойдя чуть ближе к одному из мест с этим мошенником, я обнаружил какую-то фигню. И когда помер, какой-то мячик нашел. Подойдя второй раз сюда, я понял, что это одно из чудес зоны. Как маковое поле, только вот особая аномалия. Внутри этой особой аномалии был какой-то мячик, который, по словам, если не двигаться, уменьшает урон по мне физически. Также я задолбался искать здесь эту собаку. Я уже выполнил задание сверху, потому что там можно было просто перебить всех собак и найти ошейник. Но потом все же вернулся к этому месту и нашел эту собаку. После того, как я подобрал последний ошейник, со мной связался Соловей. Оказывается, профессор его надул, мягко говоря, и там были совсем не собаки.
но я решил чуть позже заглянуть к Соловью на помощь, потому что я был уже рядом с Косым. Я зашел на эту мельницу, чисто случайно обнаружил растяжку. До этого я их здесь не видел и даже не думал, что они могут присутствовать. На нее я не напоролся, однако напоролся на следующую с гранатой. Ладно, хрен с ним. На самом верху меня ожидал Косой. И я как бы сказал, что все окей, я убрал пушку, типа свой, типа я помогу тебе выбраться. Короче, он подтвердил, что это он добил этих вартовских собак, и он их очень сильно не любит, потому что раньше они что-то сделали со сталкерами. В общем, чтобы выбраться отсюда, а именно с малой зоны, нужно добыть кое-какой артефакт, и для этого мне нужно сгонять в одну пещеру за ним. Как бы Скиф подмечает, что я туда иду, а не он, хотя пещера самая обычная, но он потом добавляет, что там есть аномальное поле. Короче, это скоро убедило. Спустился я в эту аномальную пещеру и, честно говоря, ожидал здесь снорков, но получил кровососа. И ой же, как долго я с ним дрался, у меня закончились патроны на дробовике, пришлось доставать калаш, на калаше тоже почти закончились, благо хватило. Далее я взял этот артефакт и вернулся в мельницу, наорал на него, что там кровосос, он сказал типа, ну если бы я тебе сказал, то ты бы туда не полез. Оно так-то правда, но по факту нет, мне пришлось бы все равно туда лезть. Он отдал мне сенсоры в награду и все. Перед тем как идти дальше по сюжетному заданию, я хотел все-таки помочь Соловью и заглянул за лес, чтобы скинуть хабар. Продал ошейники хомяку, а тот поведал мне историю про ученого на промзоне и дал немного денег. Однако на этом все. Хотя мне кажется, что это задание все-таки на этом не должно заканчиваться, и может я что-то упустил. Также заглянул к механику, и там стоял мастиф, который поблагодарил меня и сказал, что неважно, что там говорят другие, монолитовец красавчик. Если бы ты ему не поверил, я бы сейчас сдох. Вот, держи тебе хабар. Прибежал я к Соловью на помощь, здесь увидел труп кровососа и труп самого Соловья. Как только я заглянул в Соловья, заорал кровосос. Второй, как он и сказал. Я не захотел его бить, по правде очень много патронов они жрут. Очень сильные противники. Не хочу с ними морочиться. Я убежал. До свидания. До свидания, я ебал тебя. Не-не-не. Я ебал тебя. Аривидерчи. Но задание не засчиталось. Нужно покончить с кровососом. Пока я вел изнурительный бой с этим исчадием ада, недалеко от меня, точнее за моей спиной, появилась одна группировка и вторая группировка. Вторая группировка начала в меня стрелять, а первая начала с ними перестреливаться. На меня и на кровососа всем было пофиг. Как только первая группировка справилась со второй, с моей помощью естественно, они просто шли дальше. Пока я стрелялся с кровососом, что кровососу было все равно на этих сталкеров, что сталкерам было все равно на кровососа. Вот такой вот искусственный интеллект. Ну а чо їм похуй? Схоже, нікого немає. Наконец-то. Фух. Пиздец какой-то. Я ебал этих кровосисей. Охуеть можно. Ой, блядь. После всего этого я вернулся к хомяку и отдал ему ошейник. Получил небольшую надбавку за то, что он был на кровососе, и все, на этом задание закончилось. Хотя опять-таки я думаю, что что-то упускаю. Помог я Рихтеру получить его шкатулочку, за что он выражает свою благодарность. В разговоре Рихтер упоминает, что данные сенсоров, которые я спас, крайне важны, так как они содержат информацию о сталкерах, и если попадут в руки варты, то станут смертельной угрозой. Также он отмечает, что Косой сделал свой выбор, а вот сенсоры могут изменить многое, как минимум спасут жизни некоторых сталкеров. Далее Рихтер рассказывает о припое. Это оказывается техник из варты, который работает в сфере. А сфера — это объект, связанный с картографированием аномалий. После чего Рихтер и догадывается, что я делал той ночью. Припой — это жадный, ненадежный человек, и как я с ним связался, Рихтер не понимает. Но предупреждает, что сферу атаковать напрямую — самоубийство. В скобочках это неправда. Но он предлагает альтернативу. Найти компромат на начальника Сухина, известного своей жестокостью и преступными схемами. Этот компромат может стать ключом к нашей цели. Нашей или
Или моей. Подойдя к своему тайнику, я обнаружил в нем флешку от некого журналиста, который общается со мной, как будто я какая-то важная шишка. Хотя оно так и есть. Короче, он оставил тайники по всей зоне, и информация в ник и вещи могут помочь, так как мертвецам они уже не нужны, а по документам журналист давно мертв. Первый тайник оказался весьма привлекательным. Хоть ПМом я этим и не пользуюсь, но броня того стоила. В аудиосообщении он говорит, что наша встреча откладывается, так как враги прознали про то, что он воскрес из мертвых. В ребрах, если что это локация такая, я узнал про записку Сухина для Сидоровича, где говорится о неких поставках. И если Сидор не переведет оплату, будет плохо, особенно бате. И поразвлекался с полтергейстом. Также узнал коды от коллектора. Введя новый код в коллектор под сферой, я зашел туда, побегал от крыс и по стелсу, в кавычках, зачистил мстоповцев. И далее я нашел того самого припоя с батоном, сука. Припой пытается запугать меня, мол, я устроил переполох на военной базе и теперь задаю вопросы. Между нами завязывается драка, во время которой я пытаюсь выяснить, куда делся сканер и кто такой Нестор. Припой неохотно признает, что занимается картографированием аномалий и продает информацию на сторону, но заявляет, что сканеры дело Нестора, главы базы бандитов в районе свалки. Он неохотно дает направление к Нестору, но отрицает свою причастность к сдаче группы Скифа. Подавился батоном, а также упомянул, что сдавал других людей, но нас еще не успел, из-за чего получил пулю. Когда я выбирался с базы с полным рюкзаком, у меня заклинил ствол. Жадность фраера сгубила. На выходе мне брякнул Рихтер и сказал, что история все интереснее становится, и поприветствовал меня в большой игре. Сказал, что ключ от КПП даст батя и меня там встретят. По пути к хомяку меня настиг выброс, ну почти настиг, я успел добежать. Забрал у бати ключ и двинул к переходу на свалку. Также из хороших новостей было, что варто снимать карантинную зону Залесья и сталкеры, которые не проснулись во время выброса с полными магазинами. Хотел бы еще между словами вставить, что тайники журналиста связаны с Монолитом, пока, конечно, не знаю почему. Также помните, я говорил, что вернусь к этому месту? Так вот оно, с мсоповцами. А в ангаре куча растяжек и киллер с СВД, которые охотятся на одного из паханов. У какого-то варана терки с локтем. Свалка меня встретила трупом сталкера и его схроном. У меня был полный рюкзак добра, который нужно было куда-то положить. На изоляторе меня встретили друзья Рихтера с новой группировки. Стар рассказал, что они Искра, или Искра, научная разведка, которая противостоит Варте и защищает зону. Они нашли укрытие Нестора с важными архивами под фабрикой, это лаборатория X16, но Варта перекрыла выходы и заглушила связь. Стар попросил меня помочь вытащить их людей, так как я мало что знаю об Искре и в случае чего не смогу выдать их Варте. Взамен я смогу получить доступ к лаборатории и найти то, что нужно мне. Так как детектор тут начал подавать признаки жизни, а я очень сильно жадный, я решил с полным рюкзаком спуститься в подвал. Ничем хорошим это не закончилось в первый раз. Во второй раз я все скинул и отмудохал его. В поисках базы, перечисляя, меня почти отмудохали 3 бандита, с которых я нашел винтарь. Заглянул на фабрику, там Варта. На заводе пусто. Далее была какая-то свора, пусто. Еще одна локация лабиринт. Мне просто было мало веса, поэтому я взял еще один костюм. Разочаровался, подумал, что база была в начале, куда пошли сталкеры. На очереди военторг, и там пусто. И в самом конце Террикон. В самом конце я его нашел. При входе кто-то агрессивно манипулировал другими сталкерами на одну работенку, помянем добряка. Взял также задание на поиски какого-то груза, но что более важно, так это сундук. Какие-то алкаши предложили задание положить по пузырю водки в каждый из их тайников, потому что их дружок хапанул радиации и сказал им найти от нее средства. Сами они не пойдут, так как пересидели чуть-чуть, на пол-литра. Для начала разберусь с курьерской посылкой. Домик, в котором меня ждали, был закрыт, а попасть в него можно было через крышу. Внутри меня никто не ждал, и, как стало ясно, бандиты решили сделать все по-своему. Нашел я доцента, который обрисовал ситуацию. Мол, Шах головой тронулся и своим не платит. Предложил мне забрать груз для него и координаты ствола для Шаха с большой земли. Я и согласился. Напоследок он порекомендовал у него на базе этой пушкой не светить. Далее по плану были пузыри с водкой, но мне помешал какой-то лох, в прямом смысле. Он оставил всю снарягу на базе и пошел развивать аномальное чутье. Ему так учитель сказал. Потом жопа жалась и все. Итак, учителя это какой-то Леха легенда. Его доводы про самого учителя железобетонны. Даже сказал, что впишется за меня и первый урок бесплатно. Ну что же, первый тайник. Я забрал как минимум детектор, но не стал. На подходе ко второму нашел интересный вагон с крысой. Второй тайник был такой себе. Тут же зашел за стволом Шаха, но почему-то все пацики были перебиты. У самого ствола было прикольное название Шах и Мат, а после на меня напали, но я успел слинять. У третьего схрона меня встретил Панас, который не имел понятия, откуда в тайниках появляется водка, потому что он их посылал за антирадом. Суть в том, что он хочет завязать с диггерством и пойти по всей зоне, даже бросил пить. Я дал ему антирад и отправил в путь. Сам тайник я не нашел, но думаю, он был под этими досками. На входе Бабай уже мне предложил работу, нужно было просто
просто помаячить на фоне, и я согласился, так как это изи деньги. Ладно, вернемся к нашим алкашам. Работу они мне не оплатили и не поверили, что Панас их предал, потому что тут рай. Нарыл, продал, выпил и по новой. Далее я отдал груз барыге, сложил все в сундук и пошел на жирный навар. Тут было все обычно. С меня хотели забрать все купоны, но получили свинца. И я забрал как ИПК, где было место схрона, так и именной ствол. Тут же была их прошлая жертва, с которой мы решили мочкануть бабая. Но сначала нужно было его выманить с террикона. Вернулся я на базу, он немножко офигел от моего появления, но выслушал послание с приветом и стволом. Он тут же попросил его сопроводить, на месте он пугнул меня и перевел деньжат. На базе еще я Копяна благодарил. В лабу еще не иду. Забрал тайничок с броником свободы и светанул пушкой Шаха на его же базе. Хоть меня попросили этого не делать. На втором этаже побеседовал с ним. Он и правда с головой не дружит. После его смерти весь бар убежал. Осталась только парочка пацанов. Вот теперь я двинул на фабрику, где по-тихому прошел в X16. Хотя опять я думал встречу снорков, как в прошлой части, только сюда запихнули кровосисю. Разобраться с ним было легко, с помощью лестницы. А вот этот летающий шар с автопилотом невозможно убить. Нестер общался с кондером, точнее как общался. Приказал ему избавиться от документов про сканеры и засесть на терриконе. После этого со мной связался неизвестный, который сказал, что работает с Искрой, или Искрой, и предложил встретиться сверху. К слову, от этого смешарика есть удобная нычка в толчке. Встреча с неизвестным была интересной. Сам он немного не в себе и убивал вартовцев. Я помог ему активировать какую-то штуку, она оглушила солдат, и они убили друг друга. А напоследок он сказал, что мы еще увидимся. Отчитался я Стару и встретил Косова, который сказал, что для меня что-то есть, но ничего не было. Сказал лишь, что видел монолитовцев. И все. По пути в деревушку нашел какую-то избу с кучей сталкеров, неживых. А в самой деревне кто-то по звукам обитал, но никого тут не было. Был только закрытый сарай, а ключ от него был в сломанном телевизоре. Открыв замок, на меня выбежала крыса, собака и кошка. Последняя оказала больше всего проблем. Забавно, что вартовцам было все равно на нее. Еще одно забавное место – депо, где сначала все стояли, потом были под землей, потом меня убили. Потом на них напал кровосос. Недалеко, на барахолке, я встретил того самого учителя, Леха Легенда, который раздавал суперские советы. ГГ даже со смехом спрашивал его советы. Давай наступну пораду. Що там в тебе ще є? В общем, я начал гнать на него бочку, за него впряглись его ученики, а он сказал по-тихому, чтобы я не думал малину ему портить. Взял его схрон и свалил отсюда. По приколу решил согласиться, а в схроне том записка про его щедрость. Вернулся назад, там еще одна, что один из учеников видел Леху на болотном трамвае. А быстро он туда слинял, там я с ним еще увижусь. Но, что опять кровосос. Потом я забрел в домик рядом с курьером, и там один бандос лежал, а после него кровосос. Благо я уже научился с ними вести драку. Я пришел к кондеру, чтобы узнать о Нестере и сканере. Он сразу понял, что разговор серьезный, и не стал затягивать. Рассказал, что недавно на его мастерскую напали. Единственное место, о котором знали только он и Нестор. Чтобы спастись, он активировал сканер, создав аномалии, и сбежал под их прикрытием. Кондер объяснил, что сканеры основаны на технологиях проекта X, сети лабораторий, где проводили жуткие эксперименты. Он предостерег меня от работы с Нестором, намекнув на его делишки, и они всегда заканчиваются проблемами. В итоге Кондер предложил мне посетить его мастерскую. Он уверен, что у нападавших в карманах могут быть зацепки, а все найденное он готов изучить и рассказать мне больше. Я согласился рискнуть и заглянуть туда. При приближении к месту его лаборатории появилась какая-то неизвестная мне аномалия, где хрюкалка предупредила меня не лезть в нее. Я обрисовал себе территорию болтами, где эта аномалия работает, зашел внутрь здания, здесь потребовалась какая-то ключ-карта, поэтому пришлось искать другой вход. Попал все-таки в эту аномалию, но проскочил внутрь. По сути, в самой лаборатории я только выключил сканер, где взял эту ключ-карту, и все, больше ничего не сделал. Кондер понял, что это запасная ключ-карта от его лаборатории, которая должна была быть у Нестора, и что Нестор сейчас у этих бандитов, но неизвестно где. Он дал наводку на его тайник, можно будет там порыться. А его тайник находился в близости к террикону, прям в непосредственной близости, но в жопе, на куче мусора, вверху, через какие-то туннели, аномалии, кислоту, лестницы, а наверху меня еще и ждал Рихтер, который слушал музыку, и он явно был в философском настроении. Он заметил меня и спросил, что я тут делаю. Мы поговорили о том, что зона – место, где можно найти все: друзей, врагов, деньги, чудо или даже
самого себя. Рихтер вспомнил Припять, рассказал забавную историю о колесе обозрения и пообещал, что когда я окажусь там, первый круг за ним. В подтверждение он кинул мне монетку. Потом он спросил, что я думаю о зоне. Я ответил, что это шанс изменить жизнь, но пока все идет к чертям. Рихтер заметил, что зона знает, что лучше для каждого, и заверил, что я еще увижу ее другой, светлый облик. Напоследок он рассказал о странном человеке на фабрике, который что-то сделал с вартовцами, и назвал его легендой зоны. А про людей с изолятора сказал, что они пока просто хорошие люди, но у них еще есть шанс стать легендами. В тайнике Нестора я нашел его послание и план работы. Нестор в своем сообщении резко раскритиковал схему Германа, заявив, что все нужно делать серьезно. Он дал четкие указания: сканеры выбросить вместе с мусором, чтобы диггеры их нашли и доставили в лабиринт. Там их нужно будет обезопасить от радиации с помощью артефактов. Когда они станут безопасными, подключится техник для доработки. Далее сканеры должны быть размещены в пещерах, а их координаты проданы клиентам. Нестор подчеркивает, что главное не привлекать к себе внимание, и напоследок указывает на важность выполнения всех шагов по плану. После чего я двинул в тот самый лабиринт, пострелял здесь крыс, потом пострелял других крыс, которых отправил какой-то Варан по надежной наводочке. Из его сообщения я понял, что он ждет их на заводе. Тут же нашел сканер и артефакт, все как в схеме. Уже на заводе меня ласково предупредили, кто здесь обитает, хотя я не знаю как. В первый раз я сюда заходил и никого не было, но вот уже во второй здесь есть люди. Я пришел в лагерь Варана, чтобы разобраться с кражей моего сканера. Он сразу отметил мою смелость и уточнил, не пришел ли я убить его. Мы обсудили, что Варану тоже пришлось отбиваться от нападений, но он раскрыл, что Нестор организовал всю эту схему и, возможно, замешан в подставе. Варан предложил сделку. Он расскажет, где найти одного из нападавших, если я заплачу 20 тысяч, или помогу устранить одного из двух лидеров группировок, Рузвельта или Шаха. Я выбрал Шаха. Ну как выбрал, я просто его до этого убил. Принес его КПК, и Варан сдержал слово. Он сообщил, что один из нападавших находится в подземном гараже, и дал мне ключ. Позже в гараже я обнаружил два трупа, Нестора и неизвестного, что добавило еще больше вопросов к этой истории. На выходе Варан обратился ко мне, мол, какого хрена я вообще решил, что выйду отсюда живым, и отправил на меня своих сусликов, а сам сбежал. По пути назад к Террикону ко мне обратился кондер. Он уже прознал, что я закусился с Вараном, и предложил обсудить мои находки. А еще я увидел вертушку, которая летит в сторону Террикона. К слову, не понимаю почему, но в укорозвучке кондер — это паяльник. Далее это будет паяльник. В мастерской его не было, а был вартовец Метлов. Увидев меня, спросил, куда я направляюсь, а затем указал на паяльника, который находился на втором этаже. Добавил, что доложит о моем появлении. Еще один только уже майор пытался остановить меня, заявив, что проход запрещен, так как Варта установила здесь свои правила. После упоминания моего имени он все же позволил пройти. Наверху я поигрался с полковником и помог ему собрать автомат. Коршунов и Далин допросили меня о сканере, активированном устройстве и артефакте. Коршунов выдвинул обвинение, а Далин объяснил значимость сканера для их миссии. Они попытались убедить меня сотрудничать, обещая признание и награду, но я был осторожен в своих ответах. Они же меня встретил Рихтер. После нашей встречи он отозвал меня в сторону. Он сарказмом прокомментировал планы Коршунова и Варты, сказав, что их интересует власть, а не благо зоны. Он предложил отправиться на лесопилку, чтобы увидеть другой взгляд на происходящее, и заверил, что это будет полезно. Вечером был я уже в этой лесопилке, немножко здесь пошмонал и увидел закрытую дверь. Меня это смутило, и пройдясь вокруг дома, а также полазив по крыше, я не нашел никакого другого способа, кроме этой дырки, как попасть внутрь. Рядом стоял бачок, и я пробовал через него запрыгнуть. На удивление, это было весьма непросто. По сути, в этом доме не было ничего интересного, кроме калаша, и все. Я открыл дверь, немножко пошарился по дому, и потом на меня вышло 3 монолитовца. Я офигел, они просто стали. Но больше я офигел, когда подошел чуть ближе к лесопилке, и здесь сказали, что будет Шрам. Кто забыл, сейчас будет кратенькая сводочка, кто такой Шрам. Шрам — это наемник, считался профессионалом, проводником и тому подобным, выполняя опасные задания в зоне. В начале игры показана катсцена, где он сопровождает группу ученых, которых настиг мощный выброс. Шрам выжил, но его организм начал стремительно разрушаться, обрекая его на скорую смерть. Его спасла группировка «Чистое небо» во главе с Лебедевым. После он нуждался в спасении, поэтому Шрам согласился сотрудничать с Чистым небом в обмен на помощь. Он выполнял их поручения, надеясь остановить болезнь, участвовал в столкновениях с другими группировками, сражался с мутантами и продвигался вглубь зоны, чтобы разгадать тайну выбросов. После того, как Чистое небо узнало о Стрелке, они поручили задание, чтобы Шрам догнал Стрелка и остановил его. И не только его, об этом чуть попозже. Так как они считали, что он является виновником дестабилизации зоны. Шрам преследовал Стрелка, участвовал в событиях, предшествовавших тени Чернобыля. Кульминацией стала осада ЧС вместе с Чистым небом, где Шраму было поручено уничтожить пси-защиту Стрелка, чтобы тот не мог продолжать движение. Считалось, что это могло успокоить зону. Шрам выполнил свое задание, уничтожил пси-защиту, но начался мощный выброс, который спутал все карты Лебедеву. В финальной катсцене Чистого неба нам показывают Стрелка, сидящего на полу в окружении множества сталкеров с очень быстро моргающими глазами, что говорит нам о том, что Шрам и Стрелок
Стрелок подвергся кодированию. Однако Шрам получил особое задание, о котором позже расскажу. Я встретился с группой сталкеров в амбаре. Шрам, их лидер, представился, пригласил к костру и отметил, что по слухам я добрая душа. Разговор начался с обсуждения сканеров, которые, по его словам, связаны с технологией проекта X, существовавшей еще до появления зоны. Он выразил недоверие к Варте и их целям, назвав их действия попыткой превратить зону в полигон для испытаний. Также он рассказал о светлой стороне зоны, которую, по его словам, видел легендарный сталкер Стрелок. Однако детали он не знает, утверждая, что Стрелок оставил только направление, а не карту. Когда я упомянул, что пришел искать ответы, связанные с разрушением моего дома аномалии, Шрам подтвердил, что технологии НИИ ЧАС и проекта X стоят за этим и многими другими бедствиями. Он предложил помощь в поисках, указав на Дикий остров, где меня могут пропустить после выполнения задания, а именно найти посылку, связанную с Полуднем, местной группировкой. Шрам также удивил, спокойно отпустив зомби, которые проходили мимо. На мой вопрос про зомби он ответил философски: а может это мы зомби? И пообещал научить этому трюку, если мы будем работать вместе. В принципе, Шрам довольно интересный персонаж со своим видением данной ситуации, и в его голове происходит что-то интересное, что-то в нем поменялось. Так как Шрам попросил меня не медлить с данным заданием, потому что неизвестно, что может произойти, пока я буду бегать туда-сюда, я решил пойти сразу на метку. Нашел я кейс, КПК бандитов, трупы монолитовцев, трупы бандитов, ну и еще кабанчиков пострелял. И почапал дальше по острову, где меня остановил кровосос. Ну, я натравил на него бойцов монолита, хотя мне это не помогло. Плюс еще встретил довольно-таки интересную аномалию в виде пузыря. Не знаю, что она делает, если в нее попасть, но распадается она на пузырьки прикольно. Потом меня встретил еще один кровосос, но с ним я бороться не стал и пожелал удачи бойцам, которые были сзади меня, и пошел дальше. На подходе к острову меня встретило минное поле, которое я смог обойти благодаря вот этим вот стрелочкам. За решеткой разговаривало двое монолитовцев. Один из них был немножечко ранен и ныл, что не доставил груз, а второй его уговаривал, чтобы он пошел к врачу, так как много братьев потеряли. Пройти я смог благодаря этому грузу, который нашел недавно. Ну а к самому бродяге пока что я не попал, так как груз предназначался для местного ученого. И скажу я вам, что монолит не любит вольных сталкеров. Он в принципе никого не любит. А на этом острове обитает один монолит, бывший монолит, сейчас это Полдень. Это достаточно интересная и уникальная местность, так как здесь всего 3 точки входа и выхода. Первый, по которому пришел я, второй — это через воду прыгать по вагончикам, и третий, похожий на первый, но там будет без минного поля, плюс возвышенность есть, на которой сидит монолит. Попасть сюда довольно-таки сложно, и в принципе здесь была бы неплохая военная база, но сейчас не об этом. Эта местность представляет из себя бункер, в котором хранятся ядерные отходы, а местный ученый хочет помочь в их утилизации, и тем самым заработав на этом. Но пока это только питает базу Полдня. Пройдя мимо базы в отдельный бункер, я встретился с профессором Лодочкой, который рассказал о своей роли на Диком острове. Он вспомнил, как база превратилась из пустыря в обжитое место, благодаря его экспериментам по преобразованию химиката в энергию, которая питает базу. Профессор был рад получить редкие детали с моего груза, которые помогут усовершенствовать его оборудование. Когда я сказал, что пришел за бродягой, Лодочка объяснил, что тот сейчас занят устранением угрозы на складе и никого туда не пускает без распоряжения Дубного, его ближайшего помощника и защитника. Он посоветовал поговорить с Дубным, предупредив о его воинственном характере, и пожелал удачи. На выходе из бункера меня встретил один из тех монолитовцев, который был при входе на саму территорию Дикого острова. Он передо мной извинился за то, что не хотел, чтобы меня сюда пускали. Также он был рад, что притащил сюда груз, но немножко огорчен, потому что он сам не смог это сделать, и еще 3 его погибли. И он немножечко не верит в бродягу, так как хочет, чтобы все произошло здесь и сейчас. На самой базе я нашел, во-первых, этот сундук свой, да, это самое главное, и в остальном здесь никто не хочет разговаривать с вольным сталкером. Так как в зоне все не любят монолит, соответственно, монолит никому не доверяет из всех. Я встретил механика, с которым общался Рихтер, на удивление рассказывал ему про большую. Встретил проводника, встретил торговца, но торговать здесь нечем, точнее, нельзя. Торговец попросил меня 3 антирада взамен на артефакты, так как это срочно понадобилось. А все, у кого я спрашивал, где бродяга, говорили, что сейчас ЧП, там что-то взорвалось, и чтобы пройти к нему, нужно идти к Дубному. Важное замечание, здесь есть 2 персонажа. Это бродяга, лидер, и Фауст, слепой, который все еще общается с монолитом, по его словам. И местные здесь кое-как расположены то по левую, то по правую сторону. Кто верит бродяге, кто верит Фаусту. Бродяга никого на базе не держит, мол, все могут делать то, что хотят, но все понимают, что здесь безопасно, и если не выйдут за территорию острова, то будут либо ограблены, либо убиты. Однако есть те, которые примкнули к другой группировке, к примеру, Немой из Искры, с которым я общался, он бы рядом со Шрамом. Либо же они чуть-чуть переместили свое местоположение, но об этом чуть попозже. Пройдя по коллектору дальше, я встретил 2 монолитовцев, которые спорили про полезность Фауста. А далее я оказался в помещении,
помещении, где по центру стоял самодельный монолит, который создавала группировка Монолит. Дубный спорился с Фаустом, обвиняя его в том, что он манипулирует бродягой. Фауст, в свою очередь, попытался успокоить его, заявив, что гнев ослепляет Дубного, и намекнул на мое присутствие как чужака. Дубный, заметив меня, сразу выразил недовольство, но после короткого разговора разрешил пройти к бродяге, который как раз занимался устранением аномалий на складе. Он предупредил о серьезной опасности, связанной с аномалиями, и упомянул о их появляющихся без выбросов. На мой вопрос о Фаусте Дубный ответил коротко, назвав его никем, и напомнил, что я пришел поговорить с бродягой, а не с ним. Поганий знак. Поганий. Ріктора пам'ятаєш? Зараз почнеться. Він же теж сталкер. Моторошний тип. У мене все ще волосся димки від його виття. Це піснями зветься. Слухай, не нагнідай. І так вже нема куди. Когда я получил пропуск, я пробрался на склад ядерных отходов. Здесь произошла активация сканера, как я понял. Пробравшись по этим бочкам с радиацией, я нашел бродягу, который спасал своих. Подключил сканер и рассказал ему, что это такое и чем это опасно. Также показал ему КПК, старый, монолитовский. Он подтвердил, что это их технологии, но сейчас такими не пользуются. Рассказал мне про старый монолит, чем он занимался и кем они были. Сейчас они потеряли память и пытаются двигаться дальше за счет профессора Лодочкина и тем, что ни на кого не нападают и пытаются жить мирно. Также бродяга сказал всем, что я теперь свой. Для того, чтобы отследить КПК монолитовца, который у меня был, нужно было идти к профессору Лодочке. Там был какой-то разговор с техником, а после он рассказал, что один из монолитовцев полез на антенну, активировал ее и его жахнуло пси-излучением. С их прошлым этого маленького пси-излучения хватило, чтобы он превратился в зомби. Профессор попросил меня выключить антенну и убить, точнее, лишить мучений данного монолитовца. Во время того, как я залазил на вышку, со мной связался техник и попросил его не убивать, а просто выключить антенну. Мол, они и раньше были зомбированными, может сейчас что-то придумают, просто на это нужно чуть больше времени. Я забрался на антенну, выключил ее и решил не убивать. Вернувшись назад к профессору, тот был и рад, и не рад. Он подумал, что местное безумие заразно. Короче, мне нужно было отследить КПК монолитовца, а это можно было сделать с помощью старых технологий проекта X, которыми он знаком поверхностно. Но для этого нужен был индуктор, который мог заваляться на складе по переработке отходов. Там сейчас есть база Полтня, точнее монолита, неважно, и нужно туда наведаться. По пути к станции переработки отходов я нашел какой-то склад бочек, где из бункера вышел Бюрер. Он сначала шмальнул меня с РПГ, я не понял с первого раза, потом второй раз шмальнул с РПГ, и я его завалил. Внутри оказался калаш. Я его разрядил, это важное уточнение, и тут я только собираюсь выходить, появляется второй Бюрер, и он берет калаш и стреляет с него, но он без патронов, что за фигня. Далее был какой-то склад понтонов, где были сначала забированные, а потом я нашел мертвого сталкера. У второго взял КПК. Здесь вроде как была наводка на тайник монолитовский, но я его искал, убил полтергейста, потом еще искал, в общем искал я много, но не нашел ничего, хотя вера до сих пор осталась, что там что-то есть. Подходя к станции переработки отходов, я, во-первых, словил сообщение с просьбой о помощи, во-вторых, словил баг со звуком, ну ладно, это не так важно. Подойдя к двум монолитовцам, которые спаслись с этой станции, один из них был не в себе, а один из них рассказал, что там внизу что-то поселилось, и оно заразило всех. Что-то шепчет там. Короче, это был контролер. Вот. И судя еще по квашке, который антенну активировал, ну, в принципе, да, достаточно у контролера будет взаимодействие, чтобы всех в зомби превратить. Он предупредил меня, попросил точнее, чтобы я убил то, что находится внизу. Сказал, что есть безопасный вход, но ключи есть у начальника смены, который должен быть где-то наверху. Что-то там чилил он, отдыхал, неважно. Он еще предупредил, что на станции много наших, но они не в себе. Также стоит отметить, что Джампер доложил сразу же о происшествии Дубному, который дал распоряжение, что пришлет подмогу, но нужно кинуть Синяя, чего он делать не стал. Поначалу я не хотел никого убивать, однако потом на моем пути стал зомбированный, и я такой, ну пофиг, убью я нескольких монолитовцев, что с этого произойдет, плюс патроны пофармлю. В общем, добрался я на крышу, тут такая чилл-зона у начальника была шезлонгом, но он упал. Ключи я с него забрал и потопал вниз. Внизу я обнаружил труп Снорка и думал, что я наконец-то их увижу, но нет. Зомбированные. Кстати, вот такой вот баг. Он как бы умер, но как бы встает, а потом резко падает.
Пробиравшись все глубже по тоннелям, я нашел комнату, в которой происходило какое-то месиво, много крови было. Также чуть дальше я нашел пси-блокаду, которая, к слову, достаточно сильно помогла при битве с контролером. Если бы не пси-блокада, это было бы достаточно чашка, хотя и не без этого. Это достаточно живучая хрень, которая впитывает в себя очень большое количество патронов. Ко всему прочему, он еще и звал на помощь зомбированных, которые либо вылазили откуда-то, либо они, спавнились, чего не должно быть. Как после я уже понял, даже не сейчас, именно когда я проходил этот момент, это действует как пси-излучение. Спавнится разная фигня. Раньше это были просто фантомы, которые причиняли или не причиняли какой-то вред, я уже не помню. А здесь спавнится видение сталкеров, они еще могут стрелять. Я мутантов еще не видел, но думаю, они тоже здесь спавнятся. Достаточно больно. Они падают вроде как живые, но когда ты подходишь их лутать, они исчезают. Я это покажу после, там будет один момент. После убийства контролера со мной связался Джампер, который сказал, что синяя полегчала, и скинул код и координаты от сейфа. Также он услышал, что кто-то идет, и подумал, это подкрепление Дубного, которое запоздало, и он пошел их встречать. И я в это время пошел в схрон, где кроме сломанных калашей и ненужной прочей фигни был сундук, в котором была записка от Тихого. А это тот типуля, который занимается торговлей. Он является монолитовцем, но обосновал свой магазинчик и базу рядом с Тихим островом и занимается торговлей. Он отсюда забрал все и пообещал вернуть в 10-кратном размере. Забрал я индуктор и начал движение назад. На выходе меня встретил наемник, с которым разговаривал Джампер, и у него было задание Дубного зачистить всех свидетелей и всех, кто попал под влияние контролера. Он, конечно, поблагодарил меня за то, что я убил контролера сам, но отпускать он меня не хотел. После того, как я убрал этих наемников, нашел КПК, и там было доказательство причастности Дубного, как он дает заказ на устранение. В разговоре с Джампером я узнал, что его отношение к Дубному и Бродяге сильно изменилось. Он разочаровался в их решениях и считает, что именно они подвели своих братьев. Джампер рассказал о Полдне. Эта группировка возникла из бывших членов Монолита, которые ранее находились под контролем исполнителя желаний. Теперь они стремятся жить мирно, но прошлое все еще оставляет свой след. Только Фауст помнит голос Монолита и думает, что если бы они его слышали, то были бы счастливы. Полдень занимается переработкой отходов и очищением зоны, однако Джампер сомневается в пользе этих действий. Он считает, что вместо этого можно было бы сосредоточиться на поиске артефактов. А вот, к слову, то, о чем я говорил ранее. Пси-излучение и его фантомы. Я вошел в базу Полдня, где толпа слушала спор между Фаустом и Бродягой. Фауст восхвалял Монолит, утверждая, что он не мертв, и призывает искать потерянных братьев. Бродяга выступает за свободу выбора и отказ от прошлого Монолита, настаивая, что Полдень — это новый путь. Их взгляды явно расходились, но Бродяга подчеркивал важность жить честно и строить свое будущее. После завершения спора Бродяга подтвердил, что Дикий остров открыт для тех, кто передумает. Он поручил мне миссию на станции Азимут, где нужно активировать связь, но предупредил, что доступ к станции контролируется Вартой. Также он выразил сожаление о пути Фауста, но подчеркнул, что в Полдне уважает свободу выбора, даже если это ведет к разногласиям. Перед уходом Бродяга дал мне оружие как символ будущего и объяснил, что Полдень больше не связан с фанатизмом Монолита. Это место, где каждый несет ответственность за свой выбор. После этого спора Фауст забрал с собой несколько человек с Дикого острова, как минимум Дубного и Медика. Со мной связался Тихий, который предложил мне подзаработать. Я его, к слову, все еще не нашел. Оказывается, он был за вагончиками через воду. Задача оказалась достаточно простой. Пойти на кордон, да-да, на тот самый кордон, и найти компактную пси-установку. Это такая штука, которая раньше была на самодельных монолитовских алтарях. Она здесь под запретом, тем более он думает, что она не рабочая и как сувенир пойдет. Как только я ее найду, лучше отнести ее Сидоровичу. Кордон меня встретил встречей с мутантами. Выбросом, потом были бандиты, потом еще бандиты, и еще бандиты, и еще бандиты. Задолбали меня эти бандиты. Посмотрел на старые места, достаточно разрушенные, и они не сильно изменились, но изменились. Нашел сталкера, который был при смерти. К сожалению, почему-то я поставил на паузу и не записал момент, но здесь были кабаны, которых я расстрелял, и тушканчик бегал. Один маленький тушканчик. Я спас этого сталкера, и он мне рассказал, что сюда пришел за схроном. Взял с собой друга, а этот друг расспрашивал его про... неважно пока про что. И после на них напали мутанты. Его друга загрызли, а этот еле заполз сюда и спасся. Пока я лазил по крышам в поисках тайника еще с прошлых версий сталкера, пассионного сталкера загрыз тушкан. Один тушканчик, да. На его трупе я нашел 2 калаша. Уникальных калаша. Это был баг, что я нашел именно 2. А его друг получил заказ от Сидоровича, если не ошибаюсь, что нужно узнать, где он достал этот калаш, и если это поставщик с большой, то узнать, кто это. А другу понравился этот калаш, и он был не против заполучить его даже смертью своего, наверное, знакомого. Далее, чуть ближе к деревне новичков, я встретил 3 сталкеров, своеобразная компания. Один из свободы, один из долга, один из свалки. Бандит.
вид. Это оказались трое друзей, которых разбросала зона, но они встречаются здесь, на кордоне, откуда начинали свой путь. Зайдя в деревню новичков, я просто, не мог не слазить в то место, где был раньше спрятан костюм наемника, однако здесь сейчас была лишь флешка. Также было одно забавное дополнительное задание. Один из новичков, который хотел завести друзей и знакомых в зоне, никак не мог подсесть к костру, потому что стеснялся своих анекдотов, и он попросил меня залезть на горище, через рацию. В диалоге через рацию, а по факту шепотом подсказывать ему анекдоты. Я залез на чердак, рассказал анекдот, сталкерам это понравилось, и они пригласили его к костру, за что он дал мне 300 купонов и пожелал удачи. Также в одном из домов, где есть техник, я встретил Волка, который в этой части сталкера является проводником. Я встретил Сидоровича, который, как всегда, был полон уверенности в себе. А еще, как всегда, он был огромным, большим, жирным жлобярой, потому что за помощь в выполнении задания, которое требовало убийства сталкера и хранения этой информации за зубами, он заплатил 4 сотни, тогда как за анекдот я получил 3 сотни. Он рассказал о силе новичков, подчеркнул его спокойствие, взаимовыручку и достаток. Затем предложил мне задачу разобраться с Жгутом, местным лихачом, который пытается наладить свои дела за спиной Сидоровича. На мой вопрос о возможности мирного решения Сидорович язвительно ответил, что Жгут сам должен был прийти и поговорить. Теперь он уверен, что единственный способ — это устранить проблему. Я согласился взять это задание, и Сидорович направил меня на поиски Жгута на свиноферме. С этого момента я решил, что выполнение дополнительных заданий я делать не буду, по той простой причине, что у меня не хватит времени, потому что это занимает очень много времени, и я буду двигаться только по сюжетке. Почти. Нужно было завершить одно задание, связанное с переносным пси-излучателем, и все. Поэтому я двинул на КПП, где раньше были военные, а сейчас, они тоже были, но их было намного меньше. Плюс еще какая-то огромная стена с вышкой, на которой нельзя было убить снайперов, зато они убивали достаточно сильно. На башне я нашел место, где пытали одного сталкера, который был немножко не в себе. Его пытали вояки, и после звонка они его бросили, потому что произошел какой-то прорыв. И по всей видимости этот сталкер дополз до деревни новичков. Еще я любитель полазить по всяким местам и пошел к тайнику, который находился в какой-то мертвой пещере. Тайник оказался достаточно красивым. Здесь было парочку сталкеров, скелетик, там вот артефакт висел, плюс этот свал, и еще появился контролер. Ёб твою мать, блядь. Ох, сука. Которого я вообще не ожидал увидеть на кордоне. Разобравшись с этим контролером, я посмотрел на свал, который достался, он был поломан и нафиг не нужен. В деревне я спросил Волка про раненых сталкеров, но он посоветовал мне обратиться к врачу, что было логично. Сам врач сказал, что есть тут один, которого притащили, но он немножко не в себе. Хоть его подлатали физически, но морально он скорее всего не выживет. Он повторял лишь одно: 1, 26, 8. Понятно было, что это код от двери в тоннель. Перед самим туннелем меня встретили кабанчики, а в самом туннеле были оранжевые пассажиры, о которых говорил, кстати, Тор, бредил на КПП. Это оказались ученые, но они были зомбированы. Кстати, понравилась одна деталь. Когда стреляешь в голову костюма ученого, он разбивается на осколки. На одном из ученых было КПК, в котором был спор. Что-то в этом туннеле все катится к чертям. Кто-то что-то тут делает, чего-то перебор, чего-то недобор, и они все еще ждут спасателей, потому что в лаборатории что-то произошло. Дальше я нашел активированную установку, которую нужно было как-то отключить. В кабинете начальника я нашел накладную, в которой было сказано о поставках и о том, что здесь проводили исследования. Логично, лаборатория в принципе. Но только на биоматериалах, как оказалось после. Сюда поставляли мутантов в клетках, но что-то пошло не так. А именно вырвался полтергейст, после убийства которого пси-установка отключилась. Удивительно, но это сработало. Спустившись дальше по тоннелям ниже и еще ниже, меня встретил Бюрер, с которым было тяжело разобраться, особенно с гранатами. Где? Да ты, сука! Ебаный Бюрер, блядь. В итоге я пошел к Сидоровичу, отдал ему эту пси-установку, на что он ответил, что это легкая работа, соответственно, награда тоже, и дал за вот это вот задание 2400, когда мне больше давали за обычные квесты «принеси, подай». После всего этого со мной связался Тихий по рации и спросил, что это маловато пришло, на что я пошутил, что это еще и с премиальными. Подходя к станции Азимут, я сначала услышал по рации, что там происходит что-то неладное и перестрелка, а потом и увидел, как несколько вартовцев лежат на земле. Забрав у одного из них ключ от подвала, я спустился
спустился в него и там обнаружил монолитовцев, которые были на меня весьма агрессивно настроены. Пройдя чуть дальше по коридорам, я нашел мертвого доцента, который делал отчеты о состоянии маршрутизатора на станции Азиму для доктора Далина, но его прервали. Скорее всего, монолит. Выйдя на улицу, по мне начали вести огонь. Ну как, один выстрел. Какой-то Фома сказал, что нужно было убить меня раньше. Я перепрыгнул забор и ничего не обнаружил, хотя сверху было показано, что идет бой. Я забрался внутрь здания под антенной, прошел здесь ловушки, некоторые не прошел, и дал доступ бродяге к системам Азимута, после чего пошел наверх. Когда я поднимался по лестнице на самый верх, я думал, а где же этот снайпер, который по мне стрелял? А он оказывается здесь, в стене, застрял чуть, немножко, так что его было невозможно убить. Это был первый критический баг, который помешал мне пройтись дальше по сюжету. Поэтому я откатился буквально чуть-чуть назад до того момента, пока вскарабкался по лестнице на крышу, и все стало нормально, он не застрял в стене. Честно, я не понял, кто это был даже на стадии монтажа. Как я понял, это он активировал сканер на складе отходов, и он не мог смотреть, как его братья умирают, потому что когда монолит был, у них был иммунитет, о чем говорил Фауст по поводу выбросов там пси-излучений и прочей фигни. Сейчас этого нет. И умирать он здесь как бы не боится. Затем я заменил индуктор, и чтобы послушать последнюю запись КПК монолита, нужно было забраться еще выше к самой антенне. В этом сообщении Фауст просил неизвестного двигаться к Икару. Типа, время пришло, для чего? Неизвестно. Бродяга попросил меня, прежде чем убивать Фауста, разузнать, что у него на уме. Я спрыгнул с крыши и отправился на Затон. Очутившись на Затоне, первостепенной задачей было найти базу, где бы я мог скинуть вещи, так как был перегруз. И я как долго искал, как будто на свалке очутился. Подходя к Икару, со мной связался старый из Искры и предложил встретиться. Все равно мне Икар никто не откроет, хоть стреляй, хоть не стреляй, а вот он сможет помочь. На базе, в домике я встретил Стара, который объяснил, что они готовы мне помочь. Он рассказал, что благодаря Рихтеру у них есть сенсоры, благодаря нему, благодаря мне, которые позволили перехватить радиопереговоры Варты. Из них стало ясно, что Варта охотится на лейтенанта Аштерева, обвиняя его в использовании технологии Монолита. Стар предположил, что именно Аштерев тот предатель, которого я ищу. Он предложил мне перехватить Штерева раньше Варты и подчеркнул, что зона поддерживает осторожно. Также Стар упомянул, что Искра будет щедро платить за устранение патрулей Варты. В завершение он добавил, что у них есть свои дела, но мы еще пересечемся. Я отправился на поиски. Сука, да как по тебе попасть? Первой на очереди была группа Альфа. Придя на место, это было какое-то ущелье с заправкой. Здесь был один из вартовцев, который был не в себе. Он, в принципе, не слышал меня и звал командира, который спустился вниз. А также был еще один солдат, который разговаривал со мной и попросил, чтобы я убил его. Но я этого делать не стал, а потом он сам напал. Пришлось выполнить его просьбу. А также меня встретил выброс, от которого скрыться в заправке я не мог, поэтому пришлось прыгать вниз, притом достаточно быстро. Внизу я наконец-то встретил снорков. Это Затон, здесь норы, здесь снорки должны быть, и КПК Капитана. Из КПК Капитана я, конечно, не понял как, но я узнал монолог Штерева, что тот нашел какой-то путь на ней час, но он не сработал, и поэтому он будет искать другой. На выходе из этих нор меня встретил еще один боец Варты, который сказал, что там снорки, и напал на меня. После его убийства я думаю, что тут солдат будет сидеть сам. Пришел и возьму его. Дальше я хотел попасть все еще на базу и скинуть шмотки. По своему пути я наткнулся на разборки каких-то бандюганов, которые что-то не поделили, потому что Султан крышует местных сталкеров, которые башляют ему за крышу, но эти бандиты не хотели крышевать сталкеров, хотели просто их ограбить. В итоге они не поделили, началась перестрелка, в которой я, конечно, победил. После чего я поговорил с этими сталкерами. Он рассказал, как они шли с Хрона с каким-то хабаром, после решили это дело обмыть. Водочка, колбаска, консервочки, и решили тут поспать. Потом сквозь сон он слышит, как щелк, и сквозь дверь ему говорят: переводи все купоны, иначе будешь здесь тусоваться вечно. Но по итогу он написал Султану, и его братки явились аж на вторые сутки. Естественно, при переводе купонов никто дверь не открыл. Дальше на своем пути я встретил того самого Леху Легенду, который меня немножечко обманул тайничком. Вот я его нашел. Жаль, конечно, но был по сути пустой диалог. Пара реплик и все. Я ожидал немножко большего развития событий. После этого я попал на корабль, где Дегтярев брал артефакт. Штурвал, по-моему, так он называется. Здесь я нашел приличный ствол, починенный, нормально. И после чего я наконец-то добрел на базу, но это был не Скадовск, а Шевченко. И на Шевченко был Борода, в отличие от Скадовска. На Скадовске правит Султан. Как оказывается, Султан захватил Скадовск и теперь крышует местный Затон, а Шевченко находится под Бородой. После того, как я наконец-то скинул все вещи и продал все ненужное, на очереди была группа Браво. Здесь, за закрытой дверью, был раненый боец, который что-то там ныл. На крайняк чеку дернет и бла-бла-бла. Поговорив с ним, он сказал, что на них напала какая-то невидимая хрень. Мы-то знаем, что это за невидимая хрень. И она размотала всех. А вся информация про Штерева находится у командира. Когда он попросил
попросил у меня аптечку, я подумал, что ну раз уж группа Альфа была убита, то зачем оставлять группу Браво в живых? Логично? Логично. Я ему отказал, он назвал меня сукой, и у меня соскочил палец. Ой, а чё? Чё соскочило чуть-чуть? Ай-яй-яй-яй-яй. Как так? Все просто и чисто случайно. Пройдя чуть дальше по коридору, я обнаружил кучу кровососов, которые спали, и один из них ходил по кругу. Достаточно легко я между ними прошел, не обнаружил командира между ними и пошел себе дальше, по туннелю. Конечно, хотелось сделать все по-тихому, чтобы не было ничего слышно, но по итогу все же один кровосос был живой. Я не устану повторять, здесь слишком много кровососов, очень много. И не именно здесь, их просто пихают везде. Притом на релизной версии они достаточно много хп имеют. Это сейчас у них там хп нету и здоровья, поняли, короче. А вот тут была проблема с ними разобраться. Ну как, я привык на тот момент. Ты, блядь, думаешь, ты меня этим испугал? Там вас Куева стояла, а ты тут один. Фу тебе. За закрытой дверью меня ожидал лейтенант из Варты. Он, отбиваючись от кровососа, закрыл дверь, и это его спасло. Смешно. У него был приказ уничтожить всех, кто связан с Штеревым. Однако, прослушав его КПК, можно было понять, что Штерев находится на станции Эхо. На выходе из этого помещения меня встретила Искра, которая поблагодарила меня за устранение вартовцев. Пройдя на станцию Эхо, за закрытой дверью меня ожидал уже сам агент Фауста. Он что-то тут бубнил про свое предназначение, когда услышал его голос, и что он почувствовал себя нужным, а также, что ему сказали, что он будет счастлив после того, как он перенастроит антенну. В своем КПК Штерев размышляет о слепом человеке, которого встретил в зоне с прекрасным голосом. Несмотря на свою слепоту, тот знает зону как никто другой и сумел выжить, вдохновляя Штерева на изменения. Он признает, что Варта не понимает истинной силы зоны и лишь защищает интересы тех, кто не хочет показывать ее настоящую суть. Также упоминает, что теперь действует по учениям этого слепого, чтобы доказать свою правоту. Штерев критикует НИИЧа за использование людей в качестве послушных солдат, а также упоминает, что на объектах Икар и Эхо работают агенты, чьи планы он намерен раскрыть и использовать в свою пользу. Здесь были заметки ученых, бывших ученых, про базу чистого неба, что-то там они рассказывали. И я запустил аппаратуру, во время которой на меня напала группа зомби, от которых нужно было отбиться. И по окончанию работы аппаратуры я услышал сообщение Фауста для лейтенанта, в котором он предлагал найти проводника, чтобы попасть на базу чистого неба и услышать Фауста снова. Придя на Шевченко, я наткнулся на Рихтера, который сидел бухой, вгоняя в себя очередную дозу сомнительного пойла, чтобы вывести радиацию. Он язвил про местных и жаловался на качество выпивки, но был на настроении поговорить. На мой вопрос о чистом небе он подтвердил, что группировка давно накрылась, а их база стала недоступной. Когда я попросил его стать проводником, он отказался, сославшись на старую трагедию, когда он, самоуверенный мудак, угробил 3 людей, которым обещал безопасный путь. Рихтер заявил, что пока зона сама его не признает, он никого не поведет. Вместо этого он посоветовал Шустрова, который сейчас находился на охоте со зверобоем по поручению султана. Перед уходом он сбросил мне их координаты и предупредил не спрашивать Шустрова про его намордник Снорка, все равно ничего не скажет. Я по координатам, которые дал мне Рихтер, нашел зверобоя, который вел охоту. Я спросил у него про Шустрова, он рассказал про печальный опыт работы с ним, так как на нем была пещера Снорков, но взрыв он что-то не услышал, а гонорар забрал. Он дал эти координаты, но как только я собрался уходить отсюда, пришел новый мутант, олень, от которого я был не то что в афиге и восторге, а ну прям как... Ох, вообще словами эмоций не передать. В общем, эта тварь работала в тандеме с кабанами и собаками. У него были бронированные рога, наверное. Но он что-то умел еще звать, выть, я так и не разобрался, что он делает. И достаточно живучая фигня. Кстати, на радаре он показывался как трупик, который можно облутать, но я ничего не смог с этого поиметь. Мы с Шустрым оказались в пещере Снорков. После установки взрывчатки и взрыва один из мутантов выжил, набросился на нас, и с Шустрому пришлось добивать его дробовиком. Когда я упомянул, что видел Шустрого у старого моста, он начал отрицать, заявляя, что он просто проводник и никогда там не был. Но я-то помню его. На мои упоминания Фауста и других подробностей его явно задели. Между нами завязалась драка, из которой я вышел победителем, как бы это странно ни звучало. После этого он неохотно рассказал о чистом небе. Их база теперь занята Фаустом, который обходит защиту, установленную профессором Каланчой. Шустрый упомянул, что работал с чистым небом раньше, но только по мелочам, а в дела группы не лез. Он дал мне карту с маяками, которую передал Каланча, и объяснил, что без перенастройки маяков на себя попасть на базу невозможно, кроме Фауста он особенный. В конце Шустрый рассказал, что чистое небо пыталось остановить стрелка, но эта попытка закончилась трагедией. Он предостерег меня от похода туда, намекнув, что такие упорные, как я, редко выживают. Однако я твердо решил идти, несмотря на все его предупреждения. Зайдя на территорию болот, я нашел тайник журналиста с достаточно милым описанием винтореза. Первый маяк, который я посетил, был на сгоревшем
бывшем хуторе. Для начала нужно было отбиться от слепых собак, а после, как я залез на вышку, от него сильно фанило пси-излучением, из-за чего у меня появились галюники, а после еще и появилась псевдособака, но не от галюников. Так вот, с первого маяка я узнал, что Каланча, это ученый чистого неба, объясняет, что база была покинута, а маяки настроены на защиту. Они создают пси-излучение, которое вот сейчас фанило, чтобы отпугивать незваных гостей, пока ученые не вернутся. Второй маяк был на церкви, здесь же был кот Бадюн. Кстати, я узнал факт, что этот мутант может пародировать голоса сталкеров, чтобы заманивать своих жертв. На деле же это просто пугает, как будто бах какой-то. И еще, кстати, здесь померло аж целых 3 группы сталкеров. Не когда я пришел, а когда я бегал. Я что-то бегал тут, пока искал проход к маяку, и они появились тут. Да, тела сразу. Так вот, я смог победить этого кота, но не смог найти, как попасть к маяку, то есть забраться выше. Я уже и в церковь оббегал, и в домик забегал, даже сбегал в винный погреб. Думал, что оттуда будет какой-то лаз, потому что я нашел, я посмотрел, что там он ведет под землю, но куда именно, без понятия. А потом все-таки нашел доски на полу церкви, которые можно разбить. Я немножечко слепой, есть не такое, да. Со второго маяка я узнал про Фауста, который был в панике. Он больше не ощущал присутствия монолита, его одолевал страх и непонимание. Также он требовал знаков, но получал лишь молчание. Третий маяк располагался на насосной станции. Здесь же располагались зомби и снайпер-контролер, который долбил меня нифига с каких метров. Я даже со снайперки так не стрелял. Ох, если б не пси-блокада, было бы тяжко мне. При этом довольно живучий монстр. Но ладно, было бы легко, если бы не контролер. Так вот, с третьего маяка я уже узнал, что Фауст задает вопросы Монолиту. Он пытается понять, почему был покинут. Сомневается, но просит прощения, умоляя указать путь и дать знать, что он не одинок. Пока бежал к третьему маяку, забрел на вышку наблюдения, на которой нашел снарягу, а также записку от какого-то В. В записке было сказано, что он видел, как разорвала плоть в карусели и пожелал дружище смотреть под ноги, напоминая, что все еще впереди. Что за В, не знаю, но могу предположить, что это Веня. Записка адресована, скорее всего, Шраму, но это не точно, это чисто мои предположения, на никакие там информативные источники я не ссылался. Четвертый маяк располагался на втором блокпосте. Здесь сложностей вообще никаких не возникло, просто нужно было его отключить. В него я узнал, что Фауст упоминает бродягу, который стал для него новым проводником. Бродяга утверждает, что братья Монолиты разбросаны по всей зоне, потеряли память и нуждаются в спасении. А Фауст верит, что с бродягой он сможет вернуть их и найти причину молчания Монолита. Также в задании у меня было сказано, что нужно найти костюм с сильной пси-защитой. Я его не нашел и просто почапал отключать маяки. Хочу еще показать, что у меня есть некоторый перегруз, с которым тяжко двигаться. И когда я отключил четвертый маяк, я почапал в избушку, через которую нужно пройти, чтобы попасть на базу чистого неба. Но до этой избушки я наткнулся на плоть, несколько плотей, и забрел в точно такую же избушку и отбивался от плоти. После чего я спокойно пошел к базе чистого неба. У меня покраснел радар, и я не понимал, что за фигня происходит. Жаль, в этот момент был отключен микрофон, потому что на меня напала химера. Плюс ко всему начался выброс. От этой химеры я помер несколько раз. В последний раз я даже успел забежать до какой-то хижины очередной похожей, и там загасить химеру, но меня накрыл выброс. Я ее убил. Она не бессмертная, но и дохуя надо. После этого я решил, что если выброс, его нужно переждать в каком-то здании. И добрел до деревушки. Ну как деревушки? Тут всего 3 домика. И сел ждать. Ждал выброс, но он не произошел. Поняв, что выброса не будет и погода изменилась, я пошел к той же хижине, в которой спрятался от химеры. Дождался ее здесь и начал гасить. О, ты где, да? Я тебя ждал в этот момент. Ты куда? Но тут появился выброс, и я уже понял, что это выброс скриптовый, поэтому я сложил все свои вещи в сундук и по бурякам пробежал эту часть карты. Спрятался от выброса в подвале, но судя по миникарте, там был сюжет, и я не стал дальше идти. Подождал при входе и отключил 5-й маяк, где узнал, что Фауст уже винит бродягу в том, что тот завел их братьев в болото заблуждения. Он решает освободить братьев от этого влияния и вернуть их истинную веру в Монолит, заявляя, что он вновь слышит его голос. В целом записки показывают, как отчаяние Фауста смешивается с фанатической решимостью вернуть Монолиту его силу и собрать потерянных братьев. Пошарился я немного на базе чистого неба, на бывшей базе. Нашел тайник журналиста с хорошим комбинезоном, также нашел записку Шустрого для Каланчи, это еще с чистого неба, в которой сказано, что он притащил Шрама и Лебедев заинтересовался в нем, так как он выжил после выброса, вдруг кто забыл. Еще нашел закрытую дверь, которую открыть как непонятно, и все в принципе. В подвале я нашел Фауста, рядом с которым лежал сканер, тот самый, который я искал. За ним вдали мерцала голограмма осознания.
осознания с чьей-то физиономией. Фауст говорил спокойно, как будто подводил итоги своей жизни. Он перечислял судьбы своих братьев и упомянул ключевые места в зоне: Припять, Дикий остров, Монолит. В своей речи он отметил, что Монолит был для них голосом, который каждый понимал по-своему. Но годы молчания не принесли им ни покаяния, ни прощения. В конце он заключил, что быть живым не значит быть счастливым, и остальное уже не имеет значения. Фауст перевернул сканер, из которого посыпались искры, голограмма осознания, и сам Фауст исчезли, оставив меня в тишине подвала с ощущением, будто прошлое буквально растворилось перед моими глазами. Возможно, если бы у меня был костюм, который защищал бы меня от пси-излучения, было бы что-то другое. Но имеем, что имеем. Хотя мне кажется, это маловероятно. В подвале я забрал наконец-то сканер, который появился у меня в инвентаре, что мне не сильно понравилось, и записку из прошлого, еще 2011 года, когда чистое небо было здесь, во времена шрама, скажем так. Сообщения были от какого-то ВД. Первое про ноосферу, это о создании с ним связано, а второе про то, что в ряды группировки чистое небо нужно внедрить агента NH-017, это скорее всего наемник Шрам, и вести за ним наблюдение. В случае нестабильной работы нейропрограммы его нужно замотивировать на поиски LS-013, это скорее всего стрелка, хотя я не знаю, чего он LS. Как по мне, у него такие high skill. К слову, здесь были еще таблеточки Геркулес, которые мне помогут чуть-чуть позже, покажу в чем. Еще на базе я проник в закрытую дверь, в которой нашел последний приказ Лебедева для Шустрова. Он сообщает, что мост провалился, и для Шустрова последнее задание. Пока Шрам ищет стрелка, нужно найти информацию о сталкерах по кличке Клык и Призрак из группы Стрелка, и если встретит он их, то устранить. А теперь чем же мне помогли таблеточки Геркулес? Да тем, что они увеличивают максимально переносимый вес. Мой вес составлял аж 74 килограмма с выхода из базы чистого неба. А когда я с гранатометом, кстати, ждал Химеру, которая не появилась, и выброса больше не было, пошел к своим вещам, которые я скинул перед Химерой. После этого мой вес составил 104 килограмма. Ой, я с этим вот с буду этим всем мне долго нужно было петлять. допетлять до какой-то базы и скинуть все это в мой сундук, потому что я гребаный хомяк и тащу всю свою норку. По пути я еще и тайник забрал какой-то. Наконец-то, выйдя из болот, я забрел еще один тайник. Да. Но здесь как бы мало ж кровососов, правильно? Вот, на, держи. Ну какой в пизду кровосос? Ну какой нахуй кровосос? Вот он и получил с РПГ. Значит, этого не хватило для убийства кровососа. Вот он, патч 1.0.0, релизный, где кровососа не пофиксили. Под конец со мной связался бродяга и попросил, чтобы я зашел на лесничество, так как он и Шрам хотят со мной побеседовать. Но у меня сейчас путь лишь на Шевченко. На этом первая часть закончена, которую я поделил еще на 5 частей, так как только войса было записано больше часа 20. Скоро будет или не скоро, я не знаю, потому что у меня очень ленивая жопа. Ну, по крайней мере, после Нового года она немножечко замотивирована. Вроде как что-то идет, что-то двигается. Короче, там выпустили патч, в который я не играл. Много чего исправили и оказуалили. И я хочу это попробовать. Так что, скорее всего, она будет. Ну, как скоро, не знаю. В принципе, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики, оставлять фидбэк в виде комментариев, дзынькать колокольчик, хотя можете про него забыть, как и я про него забываю. Все. Всем удачи.